Лето, как обычно, летит очень быстро, и сегодня уже 1 июля 2026 года. И всех приветствую из очень солнечной и очень жаркой Одессы. Думаю, поеду на море, когда мало людей будет с утра пораньше. Вот, пожалуйста, без 10:07, Золотой берег. И посмотрите, какая толпа уже идет на море. Да, конечно, сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. 7 утра. Всем привет-привет. Вот правду говорят, бойтесь своих желаний, да? Все мы устали после холодной зимы, был у нас холодный май, июнь, и все захотели тепла. Но не до такой же степени. Это просто ужас, что происходит в Одессе. Невозможно выйти на улицу. Всех предупреждают без необходимости не передвигаться в самый солнцепек по улицам города, но это просто невозможно, потому что у людей работа, у людей какие-то дела, а кто-то вообще приехал отдыхать и, конечно, не хочет терять ни минуты своего отдыха, потому что он уже за это заплатил. Хочу вам сказать, вот идешь по асфальту, и просто у меня босоножки, такое ощущение, что к асфальту прилипают. Вчера у нас градусники показывали почти плюс 40 в тени, а на солнце, ну, вы сами понимаете, что больше 50 градусов, и это просто невыносимо. Нам обещали вот эту африканскую жару, и она действительно пришла. И нам надо продержаться еще несколько дней. Я так посмотрела погоду, там через неделю вообще может быть 23 градуса. Поэтому выходить, понятное дело, всем нужно. Никто, большинство дома не может оставаться. Поэтому соблюдайте правила, пейте больше воды. Если вы много находитесь на солнце, конечно же, головные уборы. И берегите себя, потому что видите, какая ситуация. Это нужно пережить. Город действительно, можно сказать, накалился, ситуация опасная, и я уже за пару дней не один раз видела, как людям становилось просто на улице плохо, и даже для одной женщины вызывали скорую, потому что не каждый может перенести такой кошмар. Опасно вообще выходить на улицу и ходить, особенно гулять по центру, кто собирается. Лучше это делать вечером, потому что днем некоторые даже могут потерять сознание. И это только июньская жара. Мне кажется, что через несколько недель, как обычно в июле, будет то же самое. Смотрите, какие красивые колоски, но они уже видно, что тоже присыхают. Мне кажется, что в этом году урожай соберут еще раньше обычного. Несмотря на то, что жарко, хочу вам сказать, кто собирается сейчас в Одессу. Вода в море вчера была 14 градусов. Очень холодная. Все, кто заходил в воду, просто пищали. Единицы только купались. Но сегодня вроде бы как начала теплеть. А как это называется? Кипаль? Сингиль и лабаль. Спасибо. Показала вам видео, какая рыбка ловится в нашем Черном море. Сейчас, когда вода холодная, рыбаки довольны, потому что рыбы больше и улов лучше. И представляете, вчера прямо с пирса мужчина словил огромного ската, который весит целых 11 килограмм. Но самое главное, если увидите такую рыбку, то, пожалуйста, не касайтесь ее хвоста, потому что он ядовитый. В такую жару, знаете, я захожу в какую-то аптеку или магазин, и просто какое-то спасение, потому что там прохладно, работают кондиционеры. Зашла в магазин показать вам, какие сейчас в Рошене появились конфеты. Вот такие, которые не тают при высокой температуре. Черный шоколад, конфеты сохраняются до плюс 50 градусов Цельсия, а молочный шоколад до плюс 40. Это конфеты, которые можно с собой брать на пляж, и они не растают. В жару мне шоколада точно не хочется, мороженое что-то тоже. Решила купить себе маршмеллоу. Вот, несмотря на то, что зажарко, мне захотелось маршмеллоу выпить с кофе. То есть выпить кофе с маршмеллоу. Видите, жара как действует? Не знаю, так помимо жары, кстати, еще предупреждают о том, что землю накрывают потужные магнитные бури. И что, это плохо, особенно для гипертоников. Я не знаю, магнитные бури ощущаю, по-моему, раз через раз, или просто у меня плохое самочувствие. Но больше ощущаю как такое, знаете, давящее состояние.
я просто гипотоник, и у меня пониженное давление, но знаю, что гипертоники, они обычно остро ощущают магнитные бури, потому что у них повышается давление. В общем, не знаю, у нас как не одно, так другое. Все нас старается добить, но мы держимся. Поэтому не унываем, держимся еще несколько дней, дальше жара вот это пройдет, и я думаю, хоть будет полегче дышать. Прохожу обменник и решила вам показать курс доллара, курс евро, ну и остальные курсы, которые вас интересуют. Как живет в мясном отделе кот? Грязный, что он такой замурзанный, не знаю, корм, который явно никому не нужен кот, на фоне продают мясо. Жизнь удалась. Кс-кс. Решила заехать на базар, вот так вот скупиться. Покажу вам, что же продается, что почем и что я взяла. Картошка молодая по 25 гривен. Но она уже не очень хорошо чистится. Нужно ножичком. Так, огурчики. Огурчики по 30 гривен. Такие маленькие, красивенькие. Можно даже найти уже по 25. Огурчики. Кабачок по 20. Жареные кабачки, жареные оладушки можно сделать. Так, вишню взяла. Эта вишня на заморозку пойдет. Надеюсь, будет у нас свет. Холодильник не разморозится. Это вишня Подбельского. Кто знает, это очень вкусный сорт вишни. Сладенькая. Тоже килограмм взяла. Так, ну, это 3 морковки. Так, перчик. Перчик по 110. Это будет, наверное, фаршированный перчик. И он такой уже появляется настоящий. Жаль, камера не передает аромат. Вот такой полевой перец. Знаете, как пахнет? Вот этот именно пахнет. Но не то, что в супермаркете. Это уже все натуральное. Первый раз в этом году взяла персик. Персик тоже ароматный. Говорят, это Килия, наша Одесская область. Он так пахнет и такой сладенький. Я какой-то здесь грызнула на базаре. По 80 гривен килограмм. Нормальная цена на персик. Так, черешня. Черешня уже уходит. Но сейчас как раз она то продавали не спелую по 150, а сейчас уже по 100, по 80 можно найти вот такую вот зрелую. Она невероятно сладкая. Тоже килограмм взяла. Вот такой сладкой черешни. Так, что еще взяла? Помидорки. Ну, помидорки начиная от 100. Эти, по-моему, по 130 были, по 120. Малиновые они называются. Очень вкусные. Я люблю микадо. Вот эти бычье сердце, вот эти малиновые. Это вкусные помидоры. На помидоры пока цена не сильно падает. Это я другую черешню килограмм взяла. Здесь тоже пойдет на заморозку, на джем какой-то. Так я нашла очень вкусную черешню, кстати, по 80. Тоже на 100 гривен взяла. Так, и зашла, слушайте, открыла для себя вот такую мойву. Значит, она в замороженном виде, уже расфасована на базаре по пакетам продается. И просто ее на противень и запечь можно. Можно со специями, можно просто в муке. И если не пересушить, получается очень вкусно. И, не знаю, никогда вот так вот не брала. Увидела кильку. Такая крупная, красивенькая. 140 гривен килограмм. Ну, это надо будет засолить. Можно с пряностями, можно просто посолить. Ну, посмотрим. В общем, это 140, а мойва килограмм 200 гривен. Вот такая замороженная. Вот это я заезжала на рынок Черемушки, кстати. Люблю этот базарчик, он небольшой и все есть. Так что вот такой базар сегодня я сделала. Где-то что-то дороже, где-то что-то дешевле, надо искать. Цены в этом году не радует, конечно, но на многие цены снизились, и сейчас огурцы можно найти по 25 даже. Многие начинают консервировать. Мама тоже, кстати, делает консервации сейчас из огурцов. Говорят, что иметь хороших соседей действительно очень важно, и в этом нам повезло. Они у нас именно такие. Вчера у нашей соседки был день рождения, и, конечно же, от всей нашей семьи мы хотим вас, Светочка, поздравить с вашим праздником. Желаем вам крепкого здоровья, настоящего женского счастья, много радостных моментов в жизни, мира и, конечно же, осуществления всех ваших желаний. Дашуля, и тебе большой привет. Будьте счастливы! Дорогие друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в следующем видео из Одессы. Всем пока-пока!